Clash Royale вышел в 2016 году с 3 видами карт. Просто, понятно, удобно. Сегодня их уже 5 редкостей, плюс 2 особые формы, эволюции, герои. И каждое добавление это целая история. Бунт комьюнити, перестройка меты, споры до сих пор. Когда Clash Royale вышел, в нем было только 42 карты и только 3 уровня редкости. Обычные, голубая рамка, самые доступные карты. Рыцарь, стрелы, скелеты выпадают из любого сундука пачками. Редкий, оранжевая рамка, чуть сильнее, чуть реже. Мини-пека, хок, мушкетер. И эпический, фиолетовая рамка, мощные сложные прокачки. Пека, принц, ведьма. Каждого вида по 14 карт. Система прозрачная. Чем реже карта, тем меньше копий выпадает. И тем дороже улучшение. Именно эта тройка основа игры по сей день. Большинство топовых дек строится именно на обычных и редких картах, а не на дорогих новинках. Это важно помнить. Меньше чем через месяц после глобального релиза Supercell добавила 4-ю редкость. Легендарные. Радужный градиент на рамке. Максимальная редкость. Минимальный шанс выпадения. Первые легендарные карты принцесса и ледяной колдун. Чуть позже в том же обновлении Шахтер, Спарк и Адская гончая. Реакция комьюнити. Восторг смешался с паникой. Легендарки оказались настолько редкими, что многие игроки месяцами не могли получить ни одну. Принцесса и ледяной колдун сразу же сломали мету. Деки с ними доминировали на топ-ладере. Появились социальное расслоение. Те, кто задонатил или безумно повезло, и все остальные, кто смотрит на легендарные карты в колоде соперника. Друзья, если вам нужен пас рояль, эволюция принцессы или новые имбовые герои, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других крутых игр по тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Прошло 5 лет, 4 редкости, игра устояла, и тут Supercell снова все перевернула. 27 октября 2021 года в игру вошли чемпионы. 5-я редкость, выше легендарная, золотая рамка с особым свечением. Вместе с ними появился 14 уровень короля, новая планка прогресса. 3 первых чемпиона на старте, золотой рыцарь, королева лучниц и король скелетов. Что делает чемпионов принципиально новыми? Активная способность в бою за эликсир. Нажимаешь кнопку, чемпион делает что-то особое. Прямо сейчас. До этого способности у карт не было вовсе. 19 июня 2023 года вышли эволюции. Это не отдельные карты, новая рамка. Это особая форма уже знакомых карт. Первые 4 эволюции на старте. Варвары, скелеты, огненная лучница, королевский гигант. Но дальше нас ждало нечто особенное. Представьте, вы открываете Clash Royale в декабре 2025 года, и игра, которую вы знали годами, больше не та. Золотые слоты в деке, новые иконки с кнопкой способностей, войска, которые вы использовали сотни раз, теперь живые, с характером, суперсилой. Это не просто обновление, это эпоха героев. За 5 месяцев с 1 декабря 2025 по май 2026 Supercell выпустила 13 героев, которые перевернули мету, разделили сообщество и навсегда изменили то, как мы играем в Clash Royale. Сегодня мы разберем каждого из них по порядку, с датами, способностями и реакцией игроков. Пристегнитесь. В конце ноября 2025 года Supercell анонсировала масштабнейшее обновление в истории игры. 24 ноября оно вышло в эфир, а 1 декабря официально стартовал сезон 78. Что изменилось глобально? Добавлен 16 уровень карт, убраны элитные карты-джокеры, введена новая валюта самоцветы, появился новый тип сундуков в ящике героев, трофейная дорога расширена и главное, в игру добавили сразу 4 героя: рыцаря, мини-пеку, гиганта и мушкетера. Чтобы использовать героя, игроку нужно было собрать 200 осколков героя и призвать его случайным образом. Первого героя можно было получить бесплатно через события погони за коронами. Для всех, кто достиг арены 15. Героев можно ставить золотые слоты деки. Первый слот открывается на арене 15, второй на арене 25. Способность активируется кнопкой в бою и в отличие от эволюции работает каждый раз при выходе карты на поле. Герой-рыцарь, дата выхода 1 декабря.
Первый и самый узнаваемый из четверки. Герой-рыцарь — это 3 эликсира, ближний бой, высокая живучесть. Его описание в игре гласит: усы настолько великолепны, что притягивают врагов к их гибели. Способность — вызов на дуэль. Рыцарь провоцирует всех ближайших врагов и даже башни короля атаковать исключительно его. При этом у него появляется щит, поглощающий часть входящего урона. Если враг хочет добраться до ваших войск или башни, сначала ему придется пробить рыцаря. Это делает его уникальным, он буквально меняет логику атаки противника, перетягивая весь удар на себя. Сразу после своего выхода герой-рыцарь стал популярен как среди обычных игроков, так и среди топов. Зачастую его брали в колоды с хогом или кладбищем. Герой Мини-Пека, дата выхода 1 декабря 2025. Герой Мини-Пека — главная карточка декабрьского пропуска Рояль. 4 эликсира, один из мощнейших одиночных воинов в игре. И, конечно, его культовая любовь к блинчикам никуда не делась. Способность — блинный буст. Внутри игры давно существует мем. Мини-Пека говорит блинчики при выходе на арену. Supercell превратила этот мем в игровую механику. Над головой героя появляется шкала блинчиков. Она заполняется 2 способами. Пассивно, с течением времени, 22 секунды на 1 блин, или при каждом успешном ударе, сразу на 50%. Каждый блин плюс 1 уровень к карте. Максимум 5 блинов, то есть плюс 5 уровней временно. Способность стоит 1 эликсир и срабатывает 1 раз за выход. Если успеете накормить Мини-Пеку блинчиками до активации, получаете монстра 21 уровня при базовом 16. Герой Мини-Пека получился чересчур сильным, и его брали практически во все деки. Особенно неудержимой была связка с лозой. Разработчики быстро поняли свою ошибку и понерфили Мини-Пеку в ближайшем изменении баланса. Герой-гигант. Дата выхода 1 декабря 2025. Герой-гигант — это мощный танк за 5 эликсира, но теперь у него есть нечто, чего не было раньше ни у одного юнита в игре. Способность бросок. Великан хватает ближайшего вражеского юнита и швыряет его на противоположную линию, оглушая цель и нанося урон при приземлении. Это буквально перемещает угрозу на другую сторону поля и ломает логику защиты противника. Реакция аудитории на эту способность была бурной. Она воспринималась одновременно как сильнейший тактический инструмент и как хаотичный элемент, который сложно читать. Многие сошлись во мнении, что герой-гигант был слабейшим среди всех 4 стартовых героев, но свое место в мете он все же нашел. Герой-мушкетер. Дата выхода 1 декабря 2025. 4-й начальный герой. Поддержка с дальним боем за 4 эликсира. Способность — боевая турель. Мушкетерша немедленно разворачивает прямо перед собой компактную автоматическую башню, которая атакует и воздушных, и наземных противников, нанося урон по площади. Турель работает независимо от самой мушкетерши. Это фактически размещение 2 угроз одновременно за стоимость 1 карты. Так же, как и с героем Мини-Пекой, разработчики явно перестарались с имбовостью мушкетера. Первый месяц после релиза он был невероятно популярен, а после его очень сильно понерфили. Нынче стало крайне невыгодно использовать его способность за 3 эликсира. Не прошло и месяца запуска системы героев, как Supercell анонсировала 2 новых. 27 декабря 2025 года они были официально раскрыты, а с 2 января 2026 сезон Огонь и Лед стартовал в полную силу. На этот раз разработчики сделали ставку на контраст. Один герой управляет огнем, а другой льдом. Герой-колдун. Дата выхода 2 января 2026. Герой-волшебник — это 5 эликсира и совершенно новая механика для Clash Royale. Временный переход в режим воздушного юнита. Способность — огненный полет. При активации колдун взлетает на крыльях огня, становясь летающим существом на время действия способности. Пока он в воздухе, его атаки превращаются в огненные торнадо, наносящие урон по площади и подтягивающие врагов к центру, делая их удобной мишенью для союзных войск. Особенно эффективен против плотных групп юнитов. Герой-колдун не стал популярен среди топ-игроков, но на средних кубках пользовался большим спросом. Долгое время его не умели грамотно контрить, и перейдя мостик, он взлетал в воздух и наносил огромный урон по вражеской вышке.
Герой Ледяной Голем. Дата выхода 16 января 2026. Ледяной Голем получил свою героическую версию немного позже, в том же сезоне, около 16 января. 2 эликсира при всей своей силе. Способность Снежная буря. Вокруг Ледяного Голема разворачивается движущая зона метели радиусом 4 клетки, чуть больше, чем у яда. Зона наносит 3 последовательных удара ледяными порывами ветра, каждый из которых замедляет врагов внутри, нанося небольшой урон. 84 единицы достаточно, чтобы убить скелетов и летучих мышей, и отталкивает их назад. Через несколько секунд враги буквально замораживаются. Урон по башням снижен на 95%. Это не оружие прямого уничтожения башни, а инструмент контроля толпы. Первый месяц после своего выхода Ледяной Голем продавался только за реальные деньги, и поэтому немногие смогли его получить. Он идеально описался в колоды с быстрым шаром и хогом 2.6. Герои-гоблины. Дата выхода 2 февраля 2026. Герои-гоблины один из самых нестандартных героев в игре. Это обычная карточка за 2 эликсира, которая при выходе на поле разворачивает 4 усиленных гоблинов. Способность Бригада Знамени. Ее нельзя активировать сразу, нужно подождать, пока все 4 гоблина погибнут. Последний падший гоблин роняет знамя прямо на месте своей гибели. Это знамя нельзя уничтожить, но оно держится только 7 секунд. Именно в этот короткий промежуток, заплатив 1 эликсир, вы вызываете новую волну гоблинов, ровно в той точке, где упал флаг. Ключевой нюанс: если гоблины погибнут в неудобном месте, способность почти бесполезна, все решает позиция. Гоблины стали невероятно сильной метовой картой, которую брали абсолютно во все колоды. Разработчики были вынуждены дважды ухудшать их способность. Вначале уменьшили количество оживающих гоблинов с 4 до 3, а после изменили место их высадки. Герой Мегаминдион. Дата выхода 13 февраля 2026. Герой Мегаминдион — воздушный охотник. Редкая карточка за 3 эликсира. Способность Смертельный бросок. Стоит 2 эликсира. При активации Мегаминдион мгновенно телепортируется к вражескому юниту с наименьшим максимальным запасом здоровья. В любой точке арены. Радиус вся арена без исключения. Перед активацией игрок видит, кого именно атакует миньон. Это оставляет пространство для планирования. После применения способности против башни урон снижается на 50% на несколько секунд. Это намеренный баланс, чтобы нельзя было телепортироваться прямо к башне и сразу снести ее. Способность идеальна для уничтожения хрупкой поддержки. Принцессы, огнеметчицы, гоблина-дратиста. Мегаминдион, так же как и большинство героев на старте, был невероятно силен. И те, кто получили его в первый месяц, доминировали на арене. После нескольких нерфов он перестал быть имбой, но по-прежнему остается очень хорош. Март 2026 стал особенным. Clash Royale исполнилось 10 лет. В честь юбилея Supercell запустила масштабное событие альбом и добавила сразу 2 новых героев. Герой Варварская бочка. Дата выхода март 2026. Герой бочка с варварами, 2 эликсира. Классическая, любимая карта многих игроков, теперь с суперсилой. Способность еще раз. После того, как бочка проехала по арене и выпустила юнита, активация способности отправляет его снова в бочку. И он катится по арене во 2-й раз, нанося дополнительный урон по пути. 2 захода вместо 1, двойной хаос. Этот герой не выделялся выдающимися способностями, но очень сильно помогал контрить спам. Так как варварская бочка и без того была популярна, ее героическая версия пришлась по вкусу большинству игроков. Герой Магический лучник. Дата выхода март 2026. Награда события альбом. Герой Магический лучник стал бесплатной наградой для тех, кто полностью прошел юбилейное событие альбом, собрал все фрагменты сцен из истории игры. Способность тройной выстрел. Изначально стоила 1 эликсир. Лучник делает молниеносный рывок назад, оставляя на месте чучело приманку. И немедленно выпускает тройную стрелу следующим выстрелом. Сочетание отступления, дезинформации и мощного залпа — все в одном движении. По данным апрельских баланс-изменений, способность была занерфлена из-за того, что оказалась слишком мало рискованной. Стоимость активации была увеличена до 2 эликсира. Герой Магический лучник стал настоящей сенсацией Clash Royale и использовался почти во всех деках. Единственный минус — это возможность случайно активировать главное здание соперника, если неосторожно использовать способность. Игроки нашли баг, согласно которому лучник под действием рунической гигантши наносил огромный урон по вышке. Разработчикам пришлось срочно нерфить эту имбовую связку.
Апрельский сезон сменил тяжелую юбилейную атмосферу на легкость и праздник, воздушная тема, новая эволюция рода миньонов и еще один новый герой. Герой Шар, дата выхода 6 апреля. Герой Шар – воздушная победная угроза, высокая стоимость эликсира, как у классического Шара, способность гробовые гвардейцы. Во время движения к башне Шар выпускает скелет трупера, усиленного скелета, который падает прямо на ближайшую цель, наносит урон по площади при приземлении и продолжает сражаться пешком. Урон по башням намеренно снижен, акцент на уничтожении войск. Сезон предлагал выбор: герой Шар или эволюция Орды Миньонов через сезонный пропуск. Это было первое в истории героев подобное разветвление. Герой Шар получился на удивление сбалансированным, и его не пришлось ухудшать, как большинство других героев. Сильно популярным он не стал, но хорошо вписался в колоды с гончей. Перед стартом сезона 83 в апреле Supercell опубликовала загадочное фото Кет в официальном ТикТок. Сообщество сразу догадалось – это боулер. Также шли тизеры Темного Принца. Слухи подтвердились 27 апреля на ТВ Рояль. Герой Вышибала, дата выхода май 2026, награда события альбом. Как и герой Магический Лучник Марти, герой Боулер доступен бесплатно, как главная награда майского события альбом, стоимость 5 эликсира. Способность Меткий бросок, стоит 2 эликсира. Активация меняет технику атаки Боулера, вместо катания камня по земле он принимает баскетбольную стойку и бросает валун по высокой дуге с дальностью в 11,5 клеток. При приземлении урон по площади. Способность длится 9 секунд, примерно 4 броска. Это превращает Вышибалу из чисто оборонительного юнита в жизнеспособную победную угрозу с моста. Герой Вышибала полностью сломал механику Clash Royale и получился чересчур имбовым. Большинство топ-игроков его сразу взяли в свои колоды. Буквально на следующий день после своего выхода стало очевидно, что боулера нужно незамедлительно нерфить. Герой Темный Принц, дата выхода май 2026. Герой Темный Принц, главная карточка пропуска Рояль сезона 83. 4 эликсира и визуально механически один из самых зрелищных героев в игре. В героической версии Темный Принц больше не скачет на своей привычной лошади, вместо нее теперь носорог Рино. Способность разрушительное спешивание, стоит 3 эликсира. Принц спешивается прямо в бою, он остается сражаться с ближайшими врагами вручную, пока его носорог мчится к ближайшему вражескому зданию или башне, совершенно самостоятельно. 2 угрозы одновременно, ни одну нельзя игнорировать. По данным сообщества, карты типа Ярость и Дровосек становятся идеальной синергией с Рино. К сожалению, герой Темный Принц стал главным провалом в игре за последнее время и совершенно не оправдал ожидания игроков. Его способность за 3 эликсира оказалась слабой и дорогой. Топ-игроки полностью проигнорировали эту карту. Не исключено, что в будущем стоимость обилки будет уменьшена до 2 эликсира. За 5 месяцев Supercell выпустила 13 героев: Рыцарь, Мини-Пека, Гигант, Мушкетер, Колдун, Ледяной Голем, Гоблины, Мегаминдион, Воровская Бочка, Магический Лучник, Шар, Вышибала и Темный Принц. Каждый принес что-то уникальное: провокация Рыцаря, телепортация Мегаминдиона, знамя Гоблинов, двойной бросок Бочки, рывок Лучника, носорог Темного Принца. Ни одна из этих механик не существовала в Clash Royale до декабря 2025 года. Система героев — это не просто новый тип карточек, это переосмысление самого языка игры. И судя по темпу, это только начало.